Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 11 апреля 2022 года. Уделим внимание, что можно делать по народному календарю, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не привлечь беды, неприятности в свою жизнь ненароком. А также уделим внимание лунному календарю. Друзья, все более подробно далее в этом видео. Согласно православному календарю, христиане 11 апреля отмечают День памяти мучеников Марка, епископа Аруфисийского, а также Кирилла Диакона и многих других. Святитель Марк был принят и посвящен в епископы в сирийском городе Арифусии, где на то время правил святой Константин Великий. В то время очень амбициозный и сильным духом мученик Марк прославился в борьбе с идолопоклонниками, и который собственными силами разбил языческие храмы и капища. На этих местах святой демонстративно строил христианские церкви. Также он принимал активное участие как в строительстве, так и в сборе денег и даже открытии соборов. Он делал все это для того, чтобы сплотить и смирить противоположные партии и в дальнейшем восстановить единство церкви. Через некоторое время епископ Марк осознал свою ошибку и принял для себя единственно правильное решение о присоединении к православию. А вот в народе 11 апреля называли как День Марка, День березы или Берещенье. На Руси безумно любили березу, поэтому сегодня, 11 апреля, к ней прислушивались и водили вокруг нее хороводы, пели песни. Наши предки в этот день выходили во двор на посадку или рощу и слушали ее, прислушивались к ней, а делали это для того, чтобы определить начало движения березового сока. Из сока люди творили чудеса. Они его настаивали по рецептам, варили с добавлением в него различных пряностей и меда. Такие напитки заготавливали чуть ли не каждая семья. Служила именно такой напиток только чрезмерному здоровью. Им лечили и больных, оздоравливали деток, да и просто поднимали себе иммунитет. Для взрослых он был особенно полезен, так как этот напиток отлично чистил кровь в сосудах и выводил все ненужное из организма и желудка. Считали, что если береза дает прилично сока за сезон, то лето будет проходить дождливо. А если береза быстро обрастала листвой, то ждали засухи в летний сезон. А если то же самое происходит с ольхой, значит лето будет мокрое и неприятное. Погоду еще могли определить, исходя из наблюдений за птицами и их привычными привычками. Если лебедей было много или чибис летал низко в этот день, то погода в ближайшее время должна была быть теплой, а местами даже сухой. Грозы ожидали летом, когда видели, что сороки прилетали и старались вить новые гнезда на деревьях или крышах. А если видели стаи галок вместе, то говорило о том, что будут дожди в ближайшие дни. Так говорили наши предки и были правы. Согласно народным приметам, к 11 апреля у ворон уже появлялись первые маленькие птенцы. Само дерево, береза, ассоциировали со здоровьем, жизнью и добротой. Считалось, что каждая семья должна была посадить у своего дома березу и, конечно же, ухаживать за ней, любить. И она это очень чувствовала. У наших предков было много историй, связанных с березой, и, конечно же, их старались соблюдать. В крышу обязательно втыкали березовую ветку для оберега и отвода молнии от своего дома. Заболевших и простуженных детей били березовыми ветками по больному месту, и тогда болезнь проходила. А в местных банях, как и сейчас, использовали исключительно березовые веники, которые были очень пышные, душистые и мягкие.
С истории известно, что Богородица и еще маленький Бог наш Иисус Христос прятались от непогоды именно под березой. Христиане это прекрасно знают и помнят, поэтому у них к этому дереву и такая дань с уважением. В народе ходила поговорка, что если гуси выходили кормиться на лед, то холода и морозы еще будут. А объяснялось это вот чем. В холодное время гуси кормились на водоемах. По прилету и до наступления тепла они выходили на лед, тогда они и начинали чувствовать, что кормиться будут тут в холоде еще долго. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, лучше вообще подготовить себя к очищению. Старайтесь оградить себя от такого рода труда. Постарайтесь в этот день заняться собой и только с собой в этот день. По возможности сходите в церковь, поставьте свечку у нужной вам иконе и помолитесь. Также не вздумайте употреблять 11 апреля алкоголь в различных его видах. Даже если вы собираетесь или планируете идти на праздник, день рождения или на какую-то другую вечеринку, дайте предпочтение чему-то полезному в этот день. Побалуйте свои вкусовые рецепторы, например, свежевыжатым соком, фрешем, молочным коктейлем. Уверены, они вам принесут не менее приятные ощущения и настроение на празднике. По старым поверьям, 11 апреля выползают из своих норок змеи в лесу. Поэтому в этот день ходить в лес было опасно и чревато укусом ядовитых животных. Сегодня можно было забыть за стирку вовсе и не прикасаться к ней, так как водоемы старались обходить в этот день третьей стороной. Считали, что русалки в этот день могли тебя заворожить и забрать к себе на дно. Запрещалось также и сушить белье, неважно где, на улице, на балконе или просто дома у печи. Люди считали, что через постиранную вещь в дом могли попасть темные силы и навредить. Люди себя в этот день старались не стричь, долго не вычесывать волосы и даже не носили головной убор, даже если это требовала погода на улице. Все потому, что волосы чувствовали неприятность и могли легко потерять свою крепость, стать ломкими, седыми или, что еще хуже, перестать расти. Сегодня ночью снились вещие сны. Они могли быть, правда, немного странными, но в то же время несли в себе огромную суть и смысл. Люди пытались вспомнить все, проанализировать и постараться использовать данную информацию в корыстных для себя целей. Именины в этот день празднуют Иван, Исааки, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил и Филипп. В этот день полагалось выходить в березовую рощу и слушать деревья. Не началось ли в них движение сока? Вы знаете, сок даже сейчас заготавливает каждая семья, если поблизости есть березовые рощи. Также в этот день принято было поговорить с березой и попросить у березы действительно что-то очень важное, наполнив себя как соком и надеждой на позитивный результат. Хозяйкам в этот день было запрещено готовить много блюд про запас. Хозяйка могла заболеть сама, а ее блюдо испортится. Запрещено просить в этот день у березы слишком многое. Также обращаем ваше внимание, что 11 апреля нельзя отдыхать, спать и долго находиться у плакучей ивы. В этот день в мир наши предки считали, что приходят души умерших, чтобы встретить весну, и собираются как раз они у плакучих ив. Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, вести себя неподобающе и оскорбительно. А вот хороший день для того, чтобы посадить березку возле дома, в саду или на огороде, чтобы священное и, безусловно, красивое дерево было всегда рядом с вами, помогало вам, а также защищало от нечисти и, что немаловажно, возвращало вам здоровье. И вы знаете, именно сегодня, если вы 11 апреля увидите птицу белого цвета, знаете, в самое ближайшее время вас ждет удача и появятся в жизни новые возможности, которые вы ни в коем случае не должны пропустить. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 11 апреля 2022 года.
Друзья, по лунному календарю нас с вами ожидает сегодня 11 и 12 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, в какой-то степени это будет все-таки напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на свою суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. С другой стороны, сегодня сложный и неоднозначный лунный день, двойственность которого скажется в всем, что будет сегодня происходить. Многие люди не смогут контролировать в себе эти две стороны и будут удивляться собственным взрывом раздражения, вспышкам ярости, которые будут исчезать так же внезапно, как и появляться. Энергия распределяется в это время очень неравномерно. То будет казаться, что вы можете свернуть горы, то уже через минуты будете падать от собственного бессилия. Также обращаем ваше внимание, что эти сутки помогают обрести себя только тем, кто умеет владеть энергетическим потоком и перераспределять его самостоятельно. Только так можно справиться с тем энергетическим вулканом, который обрушится сегодня на многих людей. В моменты такого обрушения может открыться истина, которую нужно запомнить и понять, потому что всплески энергии сегодня сильны, но в то же время очень кратковременны. Предельная внимательность и крайняя осторожность могут уберечь вас от неправильных решений. Для намеченных на сегодня дел необходима будет, друзья, планомерная подготовка. Если подготовка не была проведена, то и начинать дела сегодня не стоит. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Проявите внимательность, осторожность и во всем соблюдайте сегодня баланс. Свою энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое сегодня не рекомендуется, нужно все доводить до конца. Что же касательно стрижки, то сегодня любой мотив для визита в салон красоты, вы знаете, это отличная идея. Попробуйте сделать новую стрижку, но придерживайтесь классических вариантов. Результат будет ошеломляющим, и вы буквально устанете от комплиментов. Волосы порадуют вас блеском и своим здоровьем после косметических процедур. После посещения салона красоты прогуляйтесь по интересным и красивым местам. Как вариант, сходите в кинотеатр, музей или ресторан. Стрижка в этот день позволит встретить свою судьбу, а неуверенным в себе людям обрести уверенность. Если ваше финансовое состояние не позволяет провести вечер в салоне красоты, это не повод отказаться от прелести жизни. Позовите подруг и устройте спа-салон дома. Потом наденьте красивую одежду и приготовьте ужин при свечах для мужа, подруг или хотя бы просто для себя. Получите максимум удовольствия от этого дня и притяните удачу в свой дом. Окраска натуральными красителями расширит деловую деятельность. В этот день повышенной энергии, поэтому уложите волосы особенно хорошо. В этот день лучше, чтобы вы исключили из своих планов охоту, потому что в этот день все-таки взаимодействие с животным миром. Кроме того, предполагается осторожное обращение с насекомыми. Избегайте укусов. Будьте осторожны и с колющими и режущими предметами. Сегодня тот день, когда падающие ножи и вилки предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, предпочтительнее будет воздержаться от серьезных дел. Друзья, вот такой у нас с вами день, 11 апреля 2022 года. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.